Друзья, всем привет! С вами я, Свободный художник, и это продолжение истории о моем пути к мечте. В самом первом выпуске, стоя на этом месте, я уже рассказывал, в чем же заключается мой путь. Кто не смотрел, может перейти по ссылочке в описании. А сейчас давайте вкратце напомню, что моя цель — научиться зарабатывать на том, что мне нравится делать. И один из способов достижения этой цели — это разработка и выпуск собственной линейки мебели, в которую сейчас входит вешалка и лесенка. А этот выпуск будет посвящен расширению этой линейки и разработке двух новых предметов. Так что усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Сегодня пятница, а значит пришло время подвести итоги конкурса, условия которого я озвучивал в прошлом выпуске. Спасибо вам большое за комментарии, комментариев было очень много и большинство из них было по существу. Смотрите этот выпуск до конца, ведь в конце этого выпуска мы узнаем, кто же станет счастливым обладателем светильника, а пока желаю всем огромнейшей удачи и еще раз приятного просмотра. Погнали! Я сегодня приехал в мастерскую, чтобы изготовить еще одну вешалку. И пока это самый ходовой товар у меня на Авито. И ее выбирают не только люди, которым нравится ее внешний вид, но и также те, кому нравится функционал, кому важен этот функционал. А именно, это уже заказ от второго человека, кто занимается тем, что продает вещи на различных ярмарках. И здесь возможность сборки, разборки быстрой, без использования инструмента важна как никогда. Почему я в таком виде? Если еще не смотрели, то очень рекомендую посмотреть один из прошлых выпусков. Подсказочка всплывет вверху и будет ссылочка в описании. Но сегодня выпуск не об этом, поэтому переходим к главному. А главное заключается в том, что даже ежику понятно. Мне про тебя давно все понятно. На двух изделиях далеко не уедешь, и линейку мебели нужно расширять. Поэтому я принялся за разработку двух новых предметов. А когда идея уже окончательно оформилась, я отправился закупать материал. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Что это будут за предметы, вы скоро узнаете, а я приступаю к работе. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Вы, конечно, видели, насколько непросто мне было выбрать нормальный пиломатериал. Я постарался отобрать максимально хорошие доски из того, что было в магазине. И сейчас мне предстоит выкроить из них заготовки необходимой мне длины, так, чтобы я мог выпилить все самое некрасивое из них. У меня сейчас должны приехать и посмотреть и, возможно, купить лесенку. Как я уже говорил, самый востребованный продукт на сегодня — это вешалки, а лесенки особо спросом пока не пользуются, но, возможно, сегодня это изменится, потому что сейчас едет потенциальный покупатель, который хочет посмотреть и, возможно, приобрести одну из них. То есть вы прям хотите, оценить, как они в масштабе смотрятся, обе? Нет, ну тогда вот 450 беру и все, да, и даже не думаю, да, то есть. Блин, это круто. Мы сейчас достаточно долго пообщались. И не знаю, что из нашего диалога я вставлю в видео, но мой тезка оказался дизайнером. И они сейчас обставляют квартиру на Васильевском острове, и именно для нее он и приобрел эту лесенку. А знакомство с дизайнерами для меня — это очень важные знакомства. В общем, я ему рассказал, чем я занимаюсь, показал некоторые свои проекты. Он мне показал проект, который он сейчас ведет. Это квартира вот на Васильевском острове, для которой как раз-таки приобрел эту лесенку. Мы обменялись контактами, и, возможно, мы еще посотрудничаем. У меня нередко такое бывает, что в процессе реализации идеи конечное изделие отличается от первоначального плана. И сейчас именно так и получилось. Когда я часть заготовок выложил уже на верстак, то понял, что в размеры изделия необходимо внести изменения. Но благо заготовки я сделал больше, а не меньше, поэтому это небольшая проблема. Интересно, кто-нибудь догадается, что это будет? Пишите в комментариях свои предположения. А у меня на сегодня это все. План максимум на сегодня выполнен. Материалы я закупил.
напилил все в размер, на переезде постоял, а теперь можно и домой. Game face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise if you hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'm a ride or die for my dreams on tap. Новый день. Я сейчас проехался по магазинам и вернул то, что осталось от изготовления светильника, то, что не пригодилось для изготовления светильника из фильма «Джентльмены». Друзья, я хочу вам сказать большое спасибо, что вы так тепло приняли этот ролик. Я получил столько комментариев, столько лайков. У меня столько еще никогда не было, и причем все это я получил за достаточно короткий промежуток времени. Там за первые 2 суток ролик набрал большое количество просмотров. В общем, спасибо вам большое, что так активно смотрите, что так активно комментируете, а я буду стараться и дальше вас радовать. That's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough. Yeah, I call your bluff. I'm not the one. Mess with me and come out with none. Cause I'm so done. You had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip with your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. Time staying strong. А еще мне безумно приятно, как вы по-доброму в комментариях пишете о моем ламповом автомобиле. Вообще старые классические машины и «Жигули» классические в частности, это моя страсть и, возможно, фетиш, называйте это как хотите. А еще даже кто-то попросил рассказать историю этого автомобиля. И у меня в связи с этим к вам есть вопрос. Я уже при записи предыдущих роликов рассказывал свою историю в них, то, чем я занимался, то, как я пришел к тому, чем сейчас занимаюсь. Но в итоге ни один из этих рассказов в итоговый монтаж так и не вошел. И напишите мне, пожалуйста, в комментариях, интересно ли вам было бы послушать мою историю. На сегодня мне осталось самое интересное. Вчера я напилил уже все заготовки в нужный размер. Сегодня мне необходимо просверлить несколько отверстий, довести кое-какие детали. И наступит самый интересный момент, которого я очень жду. Это сборка. I'll keep dreaming on. Time staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. А если среди вас тот, кому знаком запах дерева, когда его обрабатываешь? Я просто обожаю этот запах. У меня сейчас здесь такой стоит аромат. И если бы был такой парфюм для дома, я бы обязательно его использовал. И сегодня мне нужно изготовить много вот таких вот фиксирующих элементов. А все потому, что, во-первых, я накосячил. В лесенку, которую я вчера продал, в упаковку с этой лесенкой, я не вложил вообще ни одной вот такой вот фиксирующей гайки. Это, конечно, очень неудобно получилось. Я сегодня разговаривал с покупателем. И в качестве, извинения, в качестве того, чтобы ему не пришлось там, тратить свое время опять, я, конечно же, повезу ему, куда ему будет удобно, эти фиксирующие элементы отвезу. И плюс один такой фиксирующий элемент сломали у вешалки, которую я как раз таки последнюю изготавливал. Я про это ролик не снимал. В начале этого ролика я, кстати, говорил про то, что я буду изготавливать эту вешалку. Вот, и один такой фиксирующий элемент сломали у нее, поэтому один на замену. 4 штуки мне нужно изготовить вот для этой лесенки, которую я вчера продал. Ну и 20, по-моему, 24 штуки для того, что я делаю сегодня. Так что продолжаем. Блин, несмотря на то, что с лесенкой вышел такой косяк, мне на Авито сейчас прилетела 5 и положительный отзыв на лесенку. Это не может не радовать. А я еще раз недавно разговаривал с покупателем, и мы договорились, что завтра с утра я ему передам эти фиксирующие элементы, и мы этот вопрос закроем. Так что, блин, очень приятно вообще. Я понимаю, что на одном Авито далеко не уедешь. Спасибо всем, кто в комментариях предлагает свои варианты, где я могу продавать изделия. А у меня на этот счет тоже есть идеи. И в следующем выпуске на тему моей линейки мебели, который выйдет, скорее всего, через 2 недели, я буду тестировать новые каналы продаж. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить.
После того, как я помогал Сане в реализации его идеи, мне необходимо восстановить работу моего фрезерного стола. Ролик про это выйдет на канале в ближайшие 2 недели, у меня пока просто нет времени на то, чтобы его смонтировать. И это будет внеформатный выпуск, это будет просто веселая история о том, как я помогал другу в реализации его идеи. А я продолжаю продолжать. Я на финишной прямой, мне осталось ошкурить все заготовки, и можно будет переходить к этапу сборки. Я предполагаю, что там меня поджидают несколько моментов, но с ними мы будем разбираться уже по ходу. А сейчас я хотел немного подробнее рассказать, почему я ошкуриваю все свои заготовки. Во-первых, после того, как поверхность будет ошкурена, она станет более приятной на ощупь. Она станет такая немного бархатистой, чем-то похожа на покрытие Soft Touch, если знаете, о чем я говорю. Второй момент, что при работе с таким мягким деревом, как сосна, при пилении неизбежно образуются какие-то сколы или заусенцы. Соответственно, шлифовка помогает это убрать. Третье, почему я это делаю. Я продаю свои изделия без финишного покрытия. И если покупатель захочет нанести финишное покрытие самостоятельно, то оно гораздо лучше ляжет на ошкуренную поверхность, нежели чем на поверхность, которая вышла из-под станка. И недавно появился еще один момент, потому что у меня уже была мысль отказаться от этого этапа. Это позволит сократить время, затрачиваемое на изготовление. Но на прошлой неделе мне скинули один товар на Озон. Это лесенка, опять же лесенка. И у нее есть одна интересная конструктивная особенность, которая мне понравилась, но я ужаснулся от качества ее изготовления. И отзывы там говорят об этом же. Я ужаснулся от того, насколько люди не тщательно подходят к обработке своих заготовок. И после того, как я увидел эту лесенку на Озон, я понял, что я этот этап исключать из процесса не буду, потому что я хочу, чтобы от взаимодействия с моими изделиями у покупателя оставались только самые приятные ощущения, а не занозы в пальцах. В общем, я сейчас перехожу к этапу ошкуривания, а что будет дальше, скоро узнаем. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try. И за этим медитативным занятием мы плавно перемещаемся в новый день. Я сегодня с утра уже успел съездить отдать эти фиксирующие элементы для лесенки. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I Все в порядке. when you're making money. Спасибо большое покупателю за понимание. И затем отправился в мастерскую. So you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right. Yeah, so I'ma figure out. А сегодня у меня финальный этап, это сборка уже изделий, потому что вчера я все подготовил, но у одного изделия после сборки мне нужно будет замерить фактический размер для того, чтобы доделать один элемент. У меня есть проект, безусловно, который я делал на компьютере, но поскольку дерево все-таки материал, который имеет отклонения в своих размерах, у меня этот размер, он получается чисто теоретический. Проверить я его смогу только на практике, когда все соберу. В общем, погнали! Tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't. Что-то пошло не по плану. Я предполагаю, что там меня поджидают несколько моментов, но с ними мы будем разбираться уже по ходу.
У меня никак не получается собрать первое изделие. Причем мне нравится, как получились все детали. Я реально прям постарался. И все соответствует той картинке, которую я себе в голове нарисовал. Кроме одного. Кроме того, что эта конструкция... Она собирается, но она... Где-то есть перекос. И я, как видели, пытался его исправить. Но пока у меня это не получается. У меня есть одно предположение. И, возможно, этот перекос по причинам от меня независящим, а из-за того, что доски, они немного винтом идут. И за счет того, что доска идет винтом, она не дает опоре ровно встать. Она, с одной стороны, опору, получается, поднимает. Я сейчас попробую собрать второе изделие. Надеюсь, там ситуация будет лучше. Ну а дальше посмотрим. А еще у меня новая непростая задача. Как справиться с 3 досками одновременно? Одному. И ладно, я-то как-нибудь справлюсь. А вот что будет делать покупатель? Как будет это дело собирать? Тоже вопрос. Ну что, со вторым изделием все получилось гораздо лучше. Теперь уже можно раскрыть карты. Я думаю, вы и сами видите, что это стол такой легкий, разборный. Он абсолютно нормально собрался. Он абсолютно устойчиво стоит. И, как я и говорил, вот именно для стола мне необходимо изготовить еще одну деталь. А что это за деталь? У этого стола есть небольшое такое хождение в горизонтальной плоскости. И я решил изготовить сюда дополнительную перекладину, которая зафиксирует ножки в разведенном состоянии и, возможно, слегка уберет вот этот эффект раскачивания. Сейчас я замерю вот это расстояние фактическое и закончу это изделие. И несмотря на то, что я проекты делаю в компьютере, мне все равно приятно перенести все эти размеры на бумагу. Я размеры всех заготовок себе переписываю в блокнот и делаю по нему. Ну, не нравится мне делать это вот там с телефона, например. Мне нравится взять, записать это все. А еще я частенько и зарисовываю. В общем, я прям кайфую от взаимодействия с бумагой. Так же, кстати, как я кайфую от бумажных книг. Я просто не могу читать электронные книги. Мне... Не знаю, я не могу, что ли, как-то в это погрузиться, и мне обязательно нужен вот этот вот тактильный контакт. Но это, наверное, кстати, вот я вам говорил по поводу шлифовки заготовок, что мне нравится, когда заготовка отшлифована, она совершенно другая на ощупь. И это примерно из той же серии. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Кто здесь? Кто здесь? Возвращаю. Вот, да ладно, могла бы не возвращать. Да ну нафиг, я же взяла. Заходи, закрывай дверь. Там Степа сидит у меня в машине. Ну, щас ты его из садика забрала, что ли? Да, сейчас я его вытащу, подожди. Ну давай. Привет! Привет, Степа! Меня тут посетили гости. Что я могу сказать? Проект стола можно считать завершенным. Необходимо внести только одну коррективу в длину вот этой вот перекладины. И на этом, в принципе, все. Пойдет ли этот стол в серию? Это пока под большим вопросом. Пишите в комментариях, что вы думаете, потому что у меня на этот счет пока однозначного мнения нет. А мне сейчас предстоит разбираться со вторым изделием. Вы же еще не знаете, что это, или уже догадались? Я нашел, в чем проблема.
И мое предположение оказалось верным. Все-таки дело не в моей криворукости, слава богу, а дело в том, что как бы я ни старался выбрать ровные доски, они все равно идут винтом. Даже чуть-чуть, но от этого, к сожалению, никуда не уйти. И в перспективе это, к сожалению, непредсказуемо. То есть выбирать пиломатериал для каждого изделия, это будет очень проблематично. Это раз. А два, доска в процессе эксплуатации себя может повести тоже непредсказуемо. И ее в процессе эксплуатации может повести винтом. И что делать в таком случае? Короче, есть над чем подумать. Ну что, друзья, этажерка собрана. Но, тем не менее, успех я считаю весьма условным, потому что у меня к этому изделию еще пока остается очень много вопросов. И насчет его серийного производства тоже пока все непонятно. Предстоит доработать конструкцию, прежде чем можно будет... Кто там? Ни хрена себе. Мало ли, может... Я на камеру. Скажи всем привет. Зря ты поздоровался. Он правша. А там запись идет. Я понял. Включи потом. Пусть все знают. Я тебя в прошлый раз не вставлял, в этот раз вставлю. Здесь уж больно весело. И теперь мне... И теперь мне предстоит проанализировать полученный опыт и доработать конструкцию. Пишите в комментариях ваши идеи насчет того, как я мог бы избежать проблем, с которыми столкнулся, или, может быть, ваши варианты решения. А также рад буду услышать, если вы поделитесь своими мыслями насчет того, какие изделия мне стоит в первую очередь добавить в свою линейку, чтобы они пользовались стабильным спросом. Да, и, конечно же, несмотря на все сложности, оба изделия я уже отфотографировал, и скоро они появятся на Авито. Ведь ничто так не стимулирует доработку изделий, как наличие заказов. Итак, сегодня я нашел рандомайзер, просто ткнул на первую попавшуюся ссылку. Вот он. Теперь мы берем ссылку на ролик, копируем ее, вставляем в рандомайзер, загрузить данные. Ну что, желаю всем еще раз огромнейшей удачи. Па-бам! Поздравляю победителя, причем это самый внимательный зритель оказался, потому что в заголовке к видео я допустил ошибку. Свяжитесь, пожалуйста, со мной, контакты я оставлю в описании к ролику. Еще раз поздравляю. Еще раз поздравляю победителя. Блин, и для меня это было на самом деле так волнительно. Я сейчас пересмотрел запись и понял, что я весь был в этом процессе. Хотел, чтобы все пошло как надо, чтобы все пошло по плану. Как я и сказал, контакты я оставлю под видео. Свяжитесь со мной, пожалуйста. И напомню, что вы можете выбрать один из двух светильников. Я фотографии сейчас еще раз сюда прикреплю. И как неудивительно, или неудивительно, не знаю, как правильно сказать, я как раз-таки вас в этом ролике уже упоминал, потому что ведь это именно вы просили рассказать историю про ласточку. В общем, еще раз поздравляю. Друзья, вы пишите, пожалуйста, в комментарии, как вам идея периодически устраивать такие конкурсы. Ну а я сейчас домонтирую ролик, выгружаю его на YouTube, и сегодня вы уже это увидите. Друзья, а на сегодня это все. До новых встреч. А я пошел дальше двигаться к своей мечте. Люблю зиму, сидя дома у камина.